5 июня 1967 года. Синайский полуостров, Египет. Утром боевые летчики, как обычно, сидели в столовой и завтракали. Они только что завершили очередной воздушный патруль и скоро должны были вылетать в следующий. Неожиданно в небе с севера от аэродрома появились 4 темные точки. Они приближались и вскоре превратились в бомбардировщики, причем не египетские. Пока египтяне не понимали, что происходит, самолеты открыли люки и сбросили необычные бомбы на парашютах. Раздались взрывы. И взлетно-посадочные полосы сразу пришли в полную негодность. Самолеты улетели, но прежде чем египтяне пришли в себя, появились 4 новых бомбардировщика и расстреляли стоящие на земле египетские миги. Еще через 10 минут прилетела новая 4 и разбомбила ангары. Так для египтян началась новая война с Израилем. Арабы готовились к ней 20 лет и проиграли за 6 дней. Я расскажу, как так получилось. Итак, начнем с сенсационного заявления. Арабы и евреи – это братские народы. В самом прямом смысле. Даже по Библии. У первопредка еврейского народа Авраама было 2 сына – Исмаил и Исаак. Старший Исмаил, рожденный от рабыни, был изгнан в пустыню. От него произошли арабы. А вот от второго сына Исаака произошли евреи. Конечно, это миф, но который играет большую роль в культуре. Если же от древних легенд обратиться к научной истории, то и арабы, и евреи – это семиты. Семитские племена пришли на Ближний Восток откуда-то с юга в самые древние времена, на заре письменности. Тогда их было очень много разных – арамеи, халдеи, гиксосы и так далее. С течением времен это разнообразие поубавилось, и от пышной семитской группы осталось только 2 народа – евреи и арабы. Если б не разные религии, их друг от друга вообще было бы сложно отличить. Так почему же они друг друга так сильно ненавидят? Если не углубляться в легенды и не вспоминать всякие случаи из истории жизни пророка Мухаммеда, то настоящая вражда между арабами и евреями началась только в 20 веке. И спровоцировали ее они не сами, а европейцы в ООН. Там решили разделить Палестину на 2 государства. Одно должны были построить арабы, которые на этих землях жили множество столетий, а другое евреи, которые бурным потоком сюда хлынули после Второй мировой. Для сравнения, в 20-е годы 20 века евреев в Палестине было около 80 тысяч человек. К началу Второй мировой войны их стало почти 500 000, а к моменту 6-дневной войны это число еще увеличилось в 4 раза. В общем, ситуация накалялась. Англичане, которые в 40-х годах управляли Палестиной, оказались в непростой истории. Во многом они сами были виноваты, когда во время Первой мировой войны пообещали создание государства в Палестине и евреям, и арабам. Долгое время им удавалось как-то балансировать и не выполнять ни одной из своих обещаний. Однако, когда после Второй мировой в Палестину началось бурное еврейское переселение, англичан заштормило. Они то поддерживали переселение, то ограничивали его, сотрудничали то с арабами, то с евреями. А когда стало понятно, что в результате их политики и решений ООН регион катится к этнической резне, европейцы поспешили откланяться. Лондон заявил, что больше не желает управлять Палестиной. Разгребайте эту кашу сами, как хотите, а мы уходим. Итак, англичане решили уходить из Палестины, но до конца уйти не успели. Столкновения между арабами и евреями начались уже осенью 1947 года, когда Британия только начинала вывод войск. И те, и другие создавали свои вооруженные формирования. Координация между ними была слабая, многие вообще не подчинялись какому-то общему командованию. Все было очень сложно. У евреев, например, главной военной организацией была
Хагана. Но существовало еще несколько группировок, которые Хагане не подчинялась и даже были ей враждебны. У арабов было то же самое. По сути, в каждом городе конфликт развивался самостоятельно, в каждой деревушке шла своя маленькая война. И как это обычно бывает, в подобных конфликтах больше страдали мирные жители. Обе стороны устраивали этнические чистки, но даже когда воюющие не стремились убивать мирных, то все равно их убивали. Например, обе стороны активно применяли минометы. На первом этапе войны это была главная ударная сила и арабов, и евреев. Но если прикупить минометы на черном рынке они смогли, то вот найти опытных минометчиков было значительно сложнее. Теперь, когда читаешь описание тех первых боев, постоянно обращаешь внимание на то, как неэффективно ведется обстрел. Мины летят куда угодно, но только не в цель. Впрочем, что значит куда угодно? Бои шли в городе, а значит мины попадали на стоящие рядом жилые дома. От такой войны из Палестины во все стороны побежали многотысячные толпы арабских беженцев. А евреи остались под обстрелами, потому что им бежать было некуда. 14 мая 1948 года, как только закончилось действие британского мандата на управление Палестиной, Израиль провозгласил независимость. После этого война сразу перешла на новый уровень. На появившиеся государства двинулись армии всех соседних арабских стран. Израиль начал самую кровопролитную из своих войн – войну за независимость. И, к удивлению многих, сумел ее выиграть. У арабских стран, судя по всему, вообще не было плана совместных действий. Больше того, они даже не столько стремились воевать с евреями, сколько захватить себе побольше палестинской земли. Потому что вопрос с евреями, как им казалось, был почти решен. Ну что смогут эти малочисленные ополченцы противопоставить регулярным государственным армиям с авиацией и тяжелой техникой? Однако они недооценили евреев. В созданную армию обороны Израиля быстро было мобилизовано около 100 тысяч человек. В результате, под конец войны, израильская армия была больше, чем воюющие против нее армии сразу с 7 арабских стран. В смысле не вообще всех вооруженных сил, а только тех, кто непосредственно принимали участие в боях. Проблема с недостатком оружия тоже решилась быстро, причем необычным образом. Когда США запретили поставки вооружений на Ближний Восток, вдруг помог СССР, который начал через Чехословакию поставлять Израилю трофейное немецкое оружие. Мне кажется, есть какая-то ирония в том, что евреи сражались за свою независимость на нацистских истребителях. Арабов такая советская политика очень сильно возмутила, они даже заявили, что СССР их предал, но вообще-то решение Сталина было логичным. Почти все арабские страны тогда были монархиями, а вот многие евреи топили за социализм. У Сталина были все основания считать, что именно Израиль станет проводником красных идей на Ближнем Востоке. В общем, египтяне, сирийцы, иорданцы, иракцы и все остальные думали, что идут на войну, чтобы резать беззащитных и делить их землю. Но против них вдруг оказалось хорошо вооруженное войско, готовое самоотверженно сражаться. Арабы дрогнули. Случилось то, что сами они потом назовут катастрофой. Евреи разгромили все арабские армии и захватили половину территорий, которую до этого ООН выделила палестинцам для государства, а другую половину предполагаемого арабского государства оккупировали соседние арабские страны. Так что по итогам войны главными пострадавшими оказались палестинские арабы. Мало того, что они лишились своего государства, были выгнаны со своих земель евреями или убежали сами, так еще и соседи-арабы, вместо того, чтобы помочь и интегрировать беженцев в свое общество, предпочитали держать их в нищете, во временных лагерях и натравливать их на еврейских поселенцев. После этих боевых действий карта Палестины стала представлять собой сложный геометрический узор. За Израилем осталась вся северная Палестина, прибрежная полоса и огромная пустыня
пустыня Негев. Трансиордания оккупировала значительную часть Восточной Палестины на западном берегу реки Иордан, а Иерусалим разделили. Западная часть города была за евреями, а восточная – за иорданцами. Понятно, что долго такой мир продолжаться не мог. Арабы не собирались мириться с поражением, их же все равно было во много раз больше. Достаточно просто подготовиться, напрячься, и евреям хана. Тем более, что Израиль находился в очень уязвимой позиции. Побережье Средиземного моря, где были расположены их самые многочисленные поселения, могли насквозь простреливаться иорданской артиллерией, а пустыня Негев была почти не заселена. И значит, почти не защищена в случае атаки египтян. Все понимали, что новая война лишь вопрос времени. Столкновения между арабами и евреями случались в Палестине и раньше, но это все же были разовые всплески насилия. В них всегда можно было разобраться, установить и наказать виновных, и в итоге помириться. А после той полномасштабной кровавой бани, которая сопровождала провозглашение независимости Израиля, помириться стало невозможно. Слишком много крови было пролито, и поиск виновных проблему не решал, а усугублял, потому что виноваты были все. Между арабами и евреями началась эпоха ненависти, которая продолжается до сих пор и в обозримом будущем вряд ли закончится. Однако до следующей войны, шестидневной, которая и является нашей темой, прошло почти 20 лет. За это время на Ближнем Востоке многое поменялось. Прежде всего, по арабским странам прокатилась волна революции. Прошедшие войну офицеры свергали своих неудачливых монархов. В 1952 году такая революция произошла в Египте. Там была провозглашена республика, и после небольшой драки бульдогов под ковром руководителем страны стал подполковник Гамаль Абдель Насер. Именно ему было суждено начать новую войну. Гамаль Абдель Насер участвовал в египетском вторжении в Палестину, попал там в окружение и был легко ранен. Подмога, которую окруженные египтяне ждали от других арабов и от своего короля, к ним так и не пришла. Вернулся с войны Насер очень разочарованным и почти сразу начал плести заговор против короля, которого считал британской марионеткой. Эта революция многое поменяла в международном раскладе. По своим убеждениям, Насер был арабским националистом, а в экономике придерживался социалистических взглядов. Это значит, что он был национал-социалистом. После Второй мировой войны это выглядело немного пугающе. Ходили слухи, что на рабочем столе у Насера стоит портрет Гитлера. Однако для Москвы это все равно выглядело лучше, чем король, который дружил с Британией. Поэтому Кремль поменял свою ближневосточную политику, решив сделать ставку на египтян, а не на евреев. США тоже хотели заполучить на Ближнем Востоке то влияние, которое потеряли англичане. В общем, СССР и Америка начали буквально конкурировать за благосклонность Насера. Сейчас все эти расклады выглядят очень странно. Мы привыкли, что Израиль по умолчанию проамериканский, а арабские страны просоветские. Однако тогда все было совсем не так. В первые 2 десятилетия существования еврейского государства никаких союзников и покровителей у него не было. Американцы и Советы боролись за то, чтобы получить влияние на арабов, а Насер этим активно пользовался, выторговывая для Египта условия повыгоднее. СССР в этой конкуренции победил. Он согласился поставить много военной техники за скромные $230 миллионов и построить для египтян Асуанскую плотину, которую сперва собирались строить американцы. Как думаете, что сделали США? Стали в ответ поддерживать Израиль? Нет, они пошли дружить к другим арабам, в Саудовскую Аравию. Что же касается Израиля, то он в тот момент представлял собой 2 миллиона евреев, которые с 2 сторон зажимало море. С одной Средиземное, а с другой море арабов. Какой смысл выстраивать с Израилем дружеские отношения, если всем было очевидно, что вскоре никакого Израиля не станет? Но тут евреям внезапно помог Насер.
Точнее, сам он этого не хотел, но так уж получилось. Против него сыграла его неуемная политическая активность. Вскоре после прихода к власти Насер решил национализировать Суэцкий канал, главный торговый путь региона. Хотя вообще-то канал никак нельзя было назвать египетским. Его совместными усилиями строили англичане и французы. Однако Насер заявил, что раз канал находится на египетской земле, то значит принадлежит египетскому народу. И с таким объяснением канал попросту захватил. А через него шло до 40% нефти в Европу. К тому же Англия и Франция довольно уважаемые страны, и они как-то не привыкли, что какие-то африканцы отжимают у них собственность. Вскоре возник трехсторонний секретный заговор. Англия, Франция и Израиль договорились вместе напасть на Египет и отвоевать канал обратно. Интерес Израиля тут был в том, чтобы выбить египтян с Синайского полуострова, чтобы обезвредить свои западные границы. Особенно хотелось отодвинуть египетскую армию от порта Эйланд, через который Израиль получает нефть от своего единственного ближневосточного союзника Ирана. Да, это еще одно шокирующее расхождение современной ситуации. Сейчас-то Иран — это чуть ли не главный враг еврейского государства. Хотя если подумать, они могли бы быть естественными союзниками. И для евреев, и для шиитов, персов, все остальные на Ближнем Востоке традиционные враги. И до исламской революции Иран действительно был Израилю хорошим другом и торговым партнером. Интересно, как бы сложилась вся дальнейшая ближневосточная политика, если бы не муллы и их проповеди? Скорее всего, эта парочка в регионе бы сильно доминировала. Но вернемся в реальность конца 50-х. Операция у израильтян удалась блестяще. Они уничтожили все танковые армады, купленные Египтом у СССР. Разгром был полный, весь Синай перешел под контроль Израиля. Но вот операция Англии и Франции пошла неудачно. Пока евреи отвлекали египтян на Синае, они высаживали десант и брали канал под контроль. Однако египтяне оказали ожесточенное сопротивление. Уличные бои затянулись, быстрого разгрома не получилось, и тут проснулся ООН. Больше всех возмущался СССР, что и понятно, он был главным египетским союзником. А еще на сторону Советского Союза внезапно встали США. Американцы рассердились, потому что уже как-то привыкли считать себя мировым лидером. А тут европейцы и евреи совершают какие-то серьезные действия, даже не ставя Вашингтон в известность. Вскоре давление ООН заставило Англию и Францию покинуть район канала, а евреи ушли с Синайского полуострова. Парадоксально, но больше всего выиграл от этого конфликта Насер, несмотря на то, что боевые действия он проиграл. Все потерянные на Синае старые советские танки СССР быстро заменили на более современные Т-54 и Т-55, так что Египет после разгрома стал сильнее. А авторитет Насера вышел далеко за пределы Египта. Почти все арабские государства были еще очень молодые, только недавно получившие независимость от европейских колонизаторов. Люди там слабо себя ассоциировали со своими странами. Они прежде всего были арабами и мусульманами, а лишь затем египтянами, сирийцами или иорданцами. Среди них были очень популярны идеи панарабизма, создание из всех этих отдельных непонятных стран одного огромного всеарабского государства, которое станет влиятельной мировой силой. И Гамаль Абдель Насер казался естественным лидером этого объединения. Вскоре сирийцы, которые боялись коммунистов и турок, уговорили его стать главой общего египетско-сирийского государства, Объединенной Арабской Республики. Долго это объединение не просуществовало, но сам факт показывает, на какую политическую вершину поднялся Насер на Ближнем Востоке. Насеру поначалу вообще очень сильно везло. Как-то на параде, который проходил вскоре после его прихода к власти, член тайной партии «Братья-мусульмане» 8 раз выстрелил в него из пистолета и ни разу не попал. Горе-убийцу схватили, а Насер продолжил свою речь, доведя публику до экстаза. Еще один прикол, что у себя в Египте Насер активно боролся с коммунистами. Активистов просто перестрелял, а немногочисленных оставшихся заставил подписать публичное обращение о самороспуске. И это при том, что главным союзником Египта был коммунистический СССР. В Советском Союзе Насеру, мягко
мягко пригрозили пальцем и напомнили, что коммунизм в конце концов все равно победит. На том конфликт и закончился. Так прошло несколько интересных лет, во время которых авторитет Насера в арабском мире продолжал расти. В публичных речах он часто выступал против Израиля. Поэтому можно сказать, что стал главным антиеврейским инфлюенсером тех лет. Типа, что нужно скинуть евреев в море, уничтожить их как нацию, и все в таком духе. За ним подобные геноцидные тейки повторяли все соседние арабские страны. Особенно отличился председатель Организации освобождения Палестины Ахмед Шикейри. Он заявил, что после победы арабов уцелевшим евреям благородно позволят возвратиться в страны их рождения, а потом добавил, что думает, что не уцелеет никто. Вот такие вот милые ребята. Так продолжалось до середины 60-х. Израиль стоял окруженный враждебными соседями, откуда постоянно звучали призывы этот самый Израиль стереть с карты мира. Весной 1967 года ситуация накалилась до предела. Появилась информация, что Израиль выдвинул войска к Синайскому полуострову. Арабы моментально переполошились и стали требовать у Насера решительных действий. Если что, не факт, что информация о скоплении израильской армии была правдивой. Есть версия, что это была фальшивка советской разведки. Как бы там ни было, это легло на благодатную почву. Египет стал готовиться к войне, но сперва предстояло решить проблему с ООН. После не очень удачной войны с Англией, Францией и Израилем на Синайском полуострове стояли войска ООН. По сути, миротворцы. Насер потребовал вывести эти войска, чтобы ничего не мешало нападению. Генсек ООН пытался убедить его оставить миротворцев, но получил жесткий отказ. Причем не только от Египта, но и от Израиля. Насер тут же двинул на полуостров свою армию и захватил многие важные точки, в том числе и Шарм-эль-Шейх. Сегодня это известный курорт, а тогда обычный город в не самом спокойном регионе, который имел важное стратегическое значение. Его захват полностью отрезал израильтян от поставок иранской нефти. 18 мая египетское радио «Голос арабов» заявило, что международных сил, защищающих Израиль, больше не существует, и что мы больше не будем себя сдерживать. Единственным методом воздействия на Израиль станет тотальная война с полным уничтожением еврейского государства. В этот момент уже почти весь мир следил за тем, что происходит на Ближнем Востоке. Президент США Линдон Джонсон заявил, что Насеру не стоило вводить армию на Синай и перекрывать нефть Израилю, потому что Израиль получил свой казус Бейли, то есть повод к войне. Теперь в случае чего его агрессию нельзя было назвать немотивированной. Через неделю военный министр Египта отправляется в Москву и просит разрешения атаковать Израиль первым. Но там ему внезапно заявили, что Советский Союз против войны и что СССР будет готов вмешаться только если США вступит в конфликт на стороне Израиля. Получилась ситуация, что для того, чтобы не потерять международную поддержку СССР, Египет должен был дождаться израильской атаки и только потом ответить. С политической точки зрения тактика понятна, но с военный кошмар. Командующий египетскими ВВС предупредил, что такое ожидание может обернуться катастрофой. Ну и можно сказать, что египетские генералы не зря боялись превентивного удара. Если подумать, то никакого другого плана у Израиля и быть не могло. Основное еврейское население располагалось на узкой прибрежной полосе между морем и горами. Если египетские ВВС захватят тут господство в воздухе, то просто сотрут еврейские города в пыль без особых проблем. А в том, что египтяне сумеют захватить воздух, сомнений было мало. У них на вооружении стояло куда как больше самолетов. И не старых развалин, а современных советских МиГ-21. Поэтому единственный шанс для Израиля заключался в нанесении Египту такого ущерба в первые часы войны, что потом он не мог продолжать действовать в небе. К такой операции евреи готовились 5 лет. Они провели разведку всех арабских аэродромов, знали, какие самолеты где стоят. Вместе с французами была разработана специальная бомба,
у которой при падении открывался небольшой парашют, а потом включался маленький реактивный двигатель, благодаря чему бомбы на огромной скорости влетали во взлетную полосу, уходили глубоко под асфальт и мощно взрывались, делая аэродром непригодным к использованию на долгое время. Каждый израильский летчик знал, какую полосу и на каком аэродроме лично он должен поразить, знал, что делать, знал, как себя вести в случае гибели другого пилота. Все это было натренировано до автоматизма. Была отработана невероятная скорость заправки и пополнения боезапаса самолета. Все это занимало каких-то 8 минут. Пилот едва успевал выпить чашку кофе, прямо не вылезая из кабины, а потом снова летел в бой. Самолетов у Израиля было, конечно, сильно меньше, но достаточно. И за это надо было тоже похвалить Насера, хотя он бы вряд ли обрадовался такой похвале. Дело в том, что тогда шла борьба Алжира за независимость от Франции. Разумеется, Насер алжирцев поддержал, и тогда французы решили помочь Израилю, чтобы он отвлек на себя не в меру буйного египетского президента. Весь авиапарк Израиля был французским, в том числе примерно 60 вполне современных истребителей Мираж-3, которые ничем не уступали советским МиГам. Всего у евреев было 200 самолетов, в 2 раза меньше, чем у Египта перед войной. Итак, наступил день X. 5 июня 1967 года. Все было готово. Уже и Израиль, и все его ближние и дальние соседи провели мобилизацию и ждали, когда же начнется заваруха. Утро 5 июня было вполне обычным. Над еврейскими авиабазами кружились самолеты, как делали это каждый день. Иорданские радары следили за ними, но ничего странного не замечали. А в реальности все было вообще не как обычно. В этот раз в небе кружили простые учебные самолеты, чтобы отвлечь иорданских наблюдателей. А почти весь основной состав ВВС скрыто покинули аэродромы и улетели далеко на север, в Средиземное море. Всего 184 самолета. Это тоже могло не вызвать подозрений. Израильские пилоты периодически улетали в море и что-то там отрабатывали. Но сейчас, вместо того, чтобы вернуться на базу, они развернулись и полетели к Египту. Самолеты подлетели туда примерно в 8 утра, когда все египетские патрули были на земле, а летчики завтракали. Евреи очень хорошо знали, что в этот момент небо будет свободно. Тактика первого удара была такая. Летели звеньями по 4, сразу скидывали тяжелые бомбы, а потом начинали расстреливать стоящие самолеты. Через 5-10 минут прилетала следующая четверка, и там по 20-25 атак в одной только первой волне нападения. Вообще-то тогда в военной школе было принято наносить удар всей авиагруппой. Вот есть у тебя 200 машин, значит эти 200 одновременно налетают и лупят из всех стволов. Но израильтяне рассудили, что десятки самолетов одновременно будут мешать друг другу в воздухе. И это решение было правильным. Японцы, которые в Пёрл-Харборе атаковали огромным роем, действительно сильно друг другу мешали. К тому же, если на аэродроме окажется работающее ПВО, погибнут только первые 4 самолета, а остальные смогут уйти. Однако египетское ПВО в то утро молчало. И это еще один удивительный пример арабского раздолбайства. В общем, у президента Насера был лучший друг маршал Амир. Они дружили еще с учебы в академии. Амир командовал у Насера всей армией, включая авиацию. Рано утром 5 июня он как раз совершал облет египетских аэродромов и очень удивился, когда увидел, что они горят. Садиться самолету с маршалом было негде, но даже это не оказалось главной проблемой. Когда Амир понял, что евреи прямо сейчас наносят воздушный удар, то испугался, что египетское ПВО примут его самолет за врага и собьют. Поэтому он по радио запретил ПВОшникам открывать огонь, за что евреи могут сказать ему большое спасибо. В результате первый израильский удар стал сокрушительным.
Египетские бомбардировщики были уничтожены все. Израиль потерял в первой волне только 9 самолетов и 6 летчиков. Один из них вообще упал не от египетского огня, а потому что влетел во взрыв, который случился после того, как на египетском бомбардировщике на земле сдетонировал боекомплект. Если сравнить это с потерями Египта, то получится победа Израиля в одну калитку. Арабская армия лишилась разом 200 самолетов, все взлетные полосы были разрушены, поэтому оставшиеся машины могли лишь стоять и ждать, когда евреи их добьют. Но и те не заставили себя ждать. Скоро прилетела вторая волна, ведь заправка и перезарядка занимали всего 8 минут, еще примерно час на дорогу. Египтяне даже не успели прийти в себя после первого удара, когда по ним нанесли следующий. Так что к часам 11 утра первого дня войны египетская авиация, в общем-то, и закончилась. Что интересно, во второй волне израильтяне вообще не понесли потери, хотя были готовы к большим жертвам. Ведь в Пёрл-Харборе во второй волне американцы сбили в 2 раза больше японских самолетов, чем в первой. Короче, успех был выдающимся. Еще более выдающимся его по глупости сделало египетское командование. Когда маршал Амир все-таки сел на землю и добрался до Минобороны в Каире, первое, что он сделал, это сообщил Сирии, Иордании и Ираку, что вторжение Израиля провалилось, и что бравые египетские воины уничтожили аж 200 еврейских самолетов. В общем, победа за нами, вперед, товарищи! Следом за Амиром в Каир приехал Насер, который все утро пропадал неизвестно где. Услышав от своего маршала позитивные итоги первого дня войны, он заметно повеселел и начал командовать. Однако потом к нему приехал советский посол и рассказал, как дела обстоят на самом деле. От этого Насер сильно загрустил и уехал. Следующие несколько дней его не видели. Обычно при обсуждении шестидневной войны разговор крутится о причинах столь фееричного поражения арабов. Ведь казалось бы, что победа должна быть у них в кармане. Почему абсолютно все пошло не так? Причин, конечно, множество. Но первое из них — это то, что арабами командовали трусы и балбесы. Президент Сирии Асад, если что, это папаша нынешнего Асада. Так вот, Асад и король Иордании Хусейн получили от египтян сообщение, что война началась очень благоприятно и израильской авиации больше нет. И тогда они на радостях решили нанести по Израилю свой авиаудар. Однако во второй половине дня, разобравшись с Египтом, израильские ВВС обратили внимание и на авиацию его союзников. Там история повторилась. В 2 захода евреи уничтожили оба иорданских аэродрома с большинством самолетов, а потом также уничтожили ВВС в Сирии. В общем, абсолютно вся угроза с воздуха от главных врагов была устранена, но оставались еще не главные. Например, Ирак. На следующий день отличились 2 принадлежащих Ираку старых советских бомбардировщика. Они решили совершить свой рейд на Израиль и разбомбить город Нетанию. Первый самолет еврейские истребители смогли перехватить в воздухе. Иракский летчик в панике что-то не так нажал и сбросил все бомбы с режимом «не взрыв». То есть, по сути, скинул на город просто стальные болванки. Тем не менее, они повредили несколько зданий и убили пару человек. Второй самолет разбомбил нефтяную базу, а потом был сбит. Иракский пилот направил горящую машину на палаточный военный лагерь и унес с собой в могилу 14 еврейских солдат. После этого израильские ВВС слетали до Ирака. И больше иракцы в Израиль не летали. В общем, что по итогу? У Египта и Сирии еще оставалось некоторое количество самолетов, примерно 50. Но летать они боялись. Господство в воздухе арабы утратили на всю войну, и без поддержки с неба арабские армии почти ничего не могли сделать. Но это был еще не конец. Основные действия, конечно же, происходили на земле. Существует соблазн рассказывать о шестидневной войне хронологически, день за днем. Тем более их всего 6. Но мне кажется, там история
история станет слишком запутанной. Проще воспринять ее отдельными рассказами про каждое направление. Всего таких направлений было 4. Про первое, войну в воздухе, я уже рассказал. Теперь давайте поговорим о наземных операциях. Против Египта на Синайском полуострове, против Иордании в Иерусалиме и против Сирии на Голландских высотах. Синайский полуостров – это либо песочные барханы суровой пустыни, либо такое же суровое каменистое Нагорье. Жизнь там возможна лишь в нескольких оазисах. А пересечь пустыню можно только по 3 дорогам. Северная дорога вдоль моря была египтянами заранее очень хорошо укреплена и заминирована. Небольшой городок Эль-Ариш, в котором жило 40 тысяч человек, был превращен в крепость. На центральной дороге такой же укрепрайон был создан вокруг деревни Абу-Агейла. Каждый из таких районов защищало по 2 пехотные дивизии, а за ними в глубине Синайского полуострова стояла египетская танковая дивизия. Тут чувствовалась рука советских военных стратегов. Израиль, разумеется, хорошо знал, с чем ему придется столкнуться. Поэтому в планы превентивного удара входило не только успешный удар авиации, но и не менее сокрушительные действия танковых частей. Против египтян евреи выделили 1000 танков. Большинство из них это старые западные машины последних лет Второй мировой. Но в Израиле их сильно модернизировали. Например, поставили более мощные и скорострельные пушки. Израильтяне разделили эту 1000 на 4 части. 2, самые сильные, делали самое тяжелое и неизбежное. Пробивали в лоб египетские укрепления. Еще одна танковая часть двинулась через непроходимые, как казалось арабам, пески Синайской пустыни. А на юге израильские танки должны были атаковать египтян, которые собрались блокировать еврейский порт. Все это тоже евреям блестяще удалось, хотя и несколько медленнее, чем они рассчитывали. В первый день войны они потеряли десятки танков, однако все равно смогли дойти до Эль-Ариша и Абу-Агейла. И вот насколько в этой войне не везло арабам, настолько же сильно везло евреям. В наступившей темноте они смешались с колонной отступающих египетских солдат и автомобилей и просто вместе с ними дошли до города без единого выстрела. И только там египтяне заметили, что среди них враги. Но это им уже не помогло. На следующий день, когда с арабской авиацией было покончено, израильские самолеты смогли подключиться к поддержке своих танков. Они прорвали оборону египтян на всех направлениях. Возможно, тогда еще были шансы организовать сопротивление, но тут в истерику впал маршал Амир. Он начал слать приказы всем частям как можно быстрее отступать. И с одной стороны, его можно было понять. Амир явно давил груз ответственности, ведь Насер продолжал находиться в Австралии, и все важные решения приходилось принимать самому Амиру. Позднее Насер все-таки появится и тоже будет отдавать приказы, причем нередко противоположные тем, которые отдавал Амир. Короче, все бросились бежать. Авиация Израиля господствовала в небе, и главными кадрами с этой войны стали бесконечные дороги через пустыню, заваленные, разбитой и сгоревшей египетской техникой. Это все работа израильских самолетов. Арабы попали в несколько окружений, но большая их часть шла и ехала по забитой отступающими дороге к перевалу Митла. Это был выход к Суэцкому каналу, за которым была уже основная часть Египта. Но там их ждал сюрприз. Внезапно оказалось, что евреи к перевалу успели даже раньше, чем отступающие египтяне. Передовая израильская танковая часть добралась туда буквально на последних каплях горючего и даже успела там окопаться. А потом начали подходить колонны египтян. Общего командования у них не было. Оно давно потеряло управление войсками. Но солдаты в большинстве своем оружие не бросили и были готовы сражаться. Младшие офицеры решили пробиваться через перевал. Все атаки выглядели похоже. Сначала командиры собирали вокруг себя бойцов, произносили вдохновляющие речи и шли вперед, где израильтяне без вреда для себя их быстренько расстреливали. И так продолжалось весь день.
Последняя попытка контратаковать случилась 8 июня и закончилась для египтян полным разгромом. На этом всякое организованное сопротивление прекратилось. По дорогам ходили толпы безоружных египетских солдат, которых израильтяне отправляли в сторону канала. А иногда даже отвозили туда на грузовиках, которые у них же и захватили. В плен израильтяне брали только офицеров. Таких набралось 5000 человек. Говорят, что иногда кого-то и расстреливали, что ж, вполне возможно. На войне исключать такого нельзя. 9 июня было объявлено прекращение огня. К этому моменту египетские войска оказались полностью разгромлены и в небе, и на земле. Израильтяне потеряли здесь всего 338 человек убитыми, а египтяне от 10 до 15 тысяч. В конце тут интересно поговорить, а как все это время войну освещали СМИ проигравшей страны. Первые 4 дня пропагандистское радио Каира сообщало египтянам и всем остальным арабам самые оптимистические сводки о ходе боевых действий. Потом этот поток резко прекратился, а 9 июня по радио выступил Насер, который внезапно заявил, что война проиграна и он подает в отставку. Тут не нужно думать, что это было благородное эмоциональное решение. Насера вынуждал уйти тот самый маршал Амир, который все это время безуспешно пытался командовать обороной. В итоге государственный переворот не удался. Насер решил остаться на своем посту, а маршала отправили под домашний арест, и через месяц он покончил с собой. Насер правил Египтом еще больше 10 лет. Он снова получил от СССР оружие и снова угрожал Израилю. Но реальной войны старался всячески избегать. Его авторитет среди арабов сильно пошатнулся. Так, с Египтом все понятно. Это был самый сильный враг Израиля, но не единственный. Давайте сейчас поговорим про Иорданию. И вообще, у них был хороший шанс в эту войну вообще не вмешиваться. 5 июня, когда на Синае гибла вся египетская авиация и шли в атаки еврейские танки, Израиль предложил Иордании мир и пообещал, что сам нападать не будет. Однако тут все испортил Египет. Король Иордании получил от египетского руководства то самое сообщение, что атака Израиля успешно отбита и ВВС Израиля уничтожен. Король решил, что победа уже в кармане и что грех не присоединиться к разгрому. Он приказал начать обстрел еврейских поселений на побережье. В Иерусалиме иорданцы бодро отстреляли по еврейской части города 6000 выстрелов, которые разрушили почти 1000 зданий. Как мы уже знаем, все это подданным короля Хусейна не сильно помогло. Географически центральный Израиль представляет из себя две низины около моря и долину у реки Иордан с горной цепью между ними, по которым стоят несколько городов: Иерусалим, Рамалла, Шхем и Дженин. Евреи жили внизу, на берегу, а горы и Иорданскую долину контролировали, собственно говоря, иорданцы. И Иерусалим, в котором жило смешанное население, тоже контролировали иорданцы, как и дорогу от него до Тель-Авива. Сейчас будет немного военной душноты. 2 пехотных батальона короля Хусейна защищали Иерусалим, 4 Дженин, а еще 2 танковых и 2 пехотных батальона стояли в резерве. Плюсом их позиции была возможность быстро подтянуть подкрепление к Иерусалиму, а минусом было сложно перекинуть подкрепление к Дженину, так как в горах дорог почти нет. Тем не менее, позиции, которые занимали иорданцы, отлично подходили и для обороны, и для атаки. Но атаковали израильтяне. 5 июня король Хусейн все утро решал, вступать ему в войну или нет. В обед радовался ударам своей авиации, к вечеру остался без авиации и сильно загрустил. Все это время его войска оставались на месте, момент для атаки был упущен. Если бы иорданцы атаковали евреев с самого утра, когда ВВС Израиля были сильно заняты над Синаем, они бы создали евреям много проблем. Однако этого не случилось, и во второй половине дня евреи ударились сами. В наступление на Иерусалим пошли израильские парашютисты-десантники. Они стремились обойти город с севера, подняться на господствующие горы и уже после этого начать штурм. Евреи штурмовали Иерусалим так же, как 1000 лет назад его штурмовал римский император Тит.
захватив сначала контроль над Сторожевой и Масленичной горами. И дело было не в символизме, просто это был самый очевидный способ. Защищало Иерусалим лучшее подразделение иорданской армии – Арабский легион. Он был сформирован во время Израильской войны за независимость, состоял из добровольцев, желающих покончить с сионистским государством, а командовали им наемники из британской армии. Несмотря на то, что арабы войну проиграли, легион показал себя хорошо. Он смог захватить еврейский квартал в старой части Иерусалима. После окончания войны британских командиров выгнали из легиона и включили его в армию Иордании. В первый день войны евреям удалось обойти Иерусалим с двух сторон, перерезав и дорогу на север, и на юг. Иорданцы поспешили отправить Иерусалимскому гарнизону поддержку, несколько тысяч пехотинцев и сотню танков. После уничтожения иорданской авиации небо контролировали израильтяне. Чтобы избежать их налетов, было решено двигаться ночью. Однако это не помогло. Израильтяне ракетами подсветили колонны техники и разбомбили их вдребезги. Не доехало ничего. Арабский легион, оставшийся без помощи, тем не менее стойко сражался за город. Утром следующего дня в пригороде Иерусалима случился самый ожесточенный бой за всю войну. Сражение за Арсенальную горку. 40 бетонных бункеров, сотни метров глубоких траншей, множество рядов колючей проволоки. Защищали горку 200 легионеров, а штурмовали ее 500 израильских парашютистов. Бой длился 4 часа. Это была яростная траншейная битва в лучших традициях Первой мировой войны, со стрельбой друг друга с близкой дистанции, бросанием гранат и рукопашными схватками. Простые израильские солдаты говорили, что иорданцы сражались как черти, а сами иорданцы, попавшие в плен, говорили евреям: «Мы сражались как герои, но вы сражались как шахиды». Если же от эмоций участников обратиться к сухим цифрам, то результат боя выглядел так. Погибли 35 или 37 израильских десантников и 71 солдат арабского легиона. Ранены около 90 евреев и почти 50 арабов, причем почти все тяжело. Арсенальная горка была занята, и к вечеру израильтяне поднялись на господствующие высоты. В ночь на 7 июня король Хусейн отправил Иерусалиму свой последний резерв – пехотную бригаду. Двигаться снова решили ночью, но на этот раз не по дороге, а через горы. Типа там их не заметят. Напрасно. Их заметили и тоже разбомбили. Утром 7 июня в королевском штабе состоялось крайне печальное совещание. На севере, где евреи атаковали Дженин, дела тоже шли очень плохо. Иорданцы, не выдержав натиска, отступили. В результате был потерян весь западный берег реки Иордан. Древние еврейские города Галилея и Самария перешли под контроль Израиля. Обсудив с советниками положение, король совершил 2 решительных, но противоречивых поступка. Сначала выступил по радио и призвал подданных сражаться с евреями до последней капли крови. А потом передал Иерусалимскому гарнизону приказ не оказывать сопротивления. В районе полудня израильские парашютисты вошли в старый город и попали под снайперский огонь. Множество иорданских снайперов то ли не получили приказ короля о прекращении сопротивления, то ли не пожелали его выполнять. Впрочем, евреи скоро оказались около западной стены храма. Одним из первых ее достиг главный раввин армии Израиля. Он заявил: «Мы пришли сюда, чтобы никогда отсюда не уходить». Вскоре Израиль и Иордания с помощью ООН договорились о полном прекращении огня, и война на этом фронте закончилась. Иордания проявила себя в 6-дневной войне как самый грамотный и стойкий противник израильтян из всех арабских стран. И она же сделала из поражения самые разумные выводы: больше с евреями не воевать. И в следующей арабо-израильской войне судного дня Иордания не участвовала. В 90-е между странами был подписан мирный договор, и с тех пор бурно развивается торговля и туризм. Самый опасный враг в 6-дневной войне сегодня стал для Израиля одним из самых спокойных соседей. Итак, у нас остался последний фронт – сирийский.
Сирийцы и иракцы были самыми крикливыми участниками арабской коалиции. Всем политикам и в Дамаске, и в Багдаде не терпелось взять реванш у евреев. Однако, когда дело дошло до войны, все эти герои быстро попрятались. Иракцы по большей части до фронта просто не доехали, не успели. Сирийцы вначале тоже никуда лезть не спешили. Только когда они получили сообщение от Амира, что Египет успешно размотал еврейские ВВС, решили устроить налет на Хайфу. Вечером с ответным визитом прилетели израильские «Миражи», и 2/3 сирийских самолетов перестали существовать. Такой поворот событий погрузил сирийское командование в меланхолию, и следующие 3 дня оно избегало каких-либо действий. Впрочем, сирийцев отчасти можно понять. Они занимали голландские высоты, 500-метровую возвышенность на севере современного Израиля. Это была прекрасная оборонительная позиция, с которой отлично просматривались еврейские поселения в низине. 20 лет сирийские артиллеристы развлекались обстрелом работающих на полях евреев, и в 6-дневной войне поначалу занимались тем же самым. Так прошло 4 дня. Евреи победили египтян и иорданцев, и теперь у них освободились руки, чтобы заняться, наконец, сирийцами. В принципе, Израилю было понятно, что война уже выиграна, но командованию евреям хотелось покончить и с проблемой Голан. В смысле, чтобы выгнать уже оттуда Сирию и дать возможность работать фермерам без обстрелов. У них не было времени придумывать какой-то хитрый план, поэтому брать высоты решили атакой в лоб, на 500-метровую кучу, на бетонные доты, минные поля, колючку и артиллерию. Может возникнуть вопрос, а почему это у израильтян не было времени? Наоборот же, основные враги кончились, можно спокойно разбираться с последним. Но дело в том, что происходящее с каждым днем все меньше нравилось мировым лидерам – США и СССР. Советское правительство уже 5 июня стало заявлять о своей приверженности делу мира и предлагать остановить военные действия. 6 июня оно стало требовать решения Совбеза ООН. К 10 июня председатель Совета министров Косыгин уже писал американскому президенту о решимости СССР вмешаться в конфликт военными методами, чтобы остановить слишком успешный Израиль. Ну, с СССР все понятно. Москва спасала своих незадачливых арабских сателлитов. Интереснее позицию США. Линдон Джонсон полностью разделял советское стремление к миру, но больше всего беспокоился о том, что Насер распространял сведения, будто американцы прямо помогали евреям в войне. Джонсона это очень возмущало, хотя бы потому, что за несколько часов до атаки евреи даже сломали антенну на американском посольстве, чтоб там не смогли заметить начало атаки и предупредить Вашингтон. Джонсон просил Москву повлиять на Каир. Насер действительно соврал про участие американцев, видимо для того, чтобы поражение арабов не выглядело таким позорным. Ну и Джонсон тоже не зря беспокоился. Эта ложь широко разошлась по СМИ всех арабских стран. Даже сегодня многие в мусульманском мире уверены, что американцы участвовали в 6-дневной войне на стороне Израиля. На самом деле американцы не только не участвовали, но и вообще были сильно не в восторге от этого конфликта. Они же ведь вроде как мировые лидеры, а тут такая движуха, и у них опять никто разрешения не спрашивал. Так что в Совбезе ООН в сторону Израиля нехорошо смотрели сразу и Советский Союз, и Америка. Было понятно, что вскоре они заставят Израиль остановиться, так что брать голландские высоты нужно было быстро. 9 июня начался штурм. Танки тащили в гору тягачами под постоянным обстрелом, теряя людей и технику. Наступающих поддерживала авиация, которая засыпала сирийцев бомбами. Только на следующий день, когда израильская армия обошла голландские высоты с юга, оборона сирийцев рухнула. Они отступили к городку Кунейтра, на свою главную базу, и попали в окружение. Вечером город был взят израильтянами. Теперь перед ними лежала незащищенная дорога на Дамаск, всего каких-то 70 километров. Танки у евреев были, и в принципе им ничего не мешало совершить марш-бросок. Однако от этой идеи отказались. Война закончилась. В самом конце пришло поговорить, а что же получил Израиль от своей победы? Ну, во-первых, и самое главное, он сохранился как государство, а еще увеличил свои размеры в 3 раза.
Один здоровый Синайский полуостров чего стоит. А еще сектор Газа, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и голландские высоты. Через 6 лет началась новая война, и Египет попытался отобрать Синай обратно, но безуспешно. Так уж вышло, что Израиль в итоге вернул его сам в 80-е. А вот всем остальным владеет до сих пор, хоть этот факт и не признается ООН. Ну а возвращение Иерусалима было событием, которого еврейский народ ждал 2000 лет. Но политические приобретения Израиля были не менее важны, чем духовные и территориальные. Американцы, посмотрев на все это, поменяли свою политику на Ближнем Востоке. Они решили, что евреи, похоже, действительно пришли сюда, чтобы никогда отсюда не уходить. А значит, они могут стать для США главным союзником в регионе. Уже вскоре армия обороны Израиля была перевооружена на лучшее оружие в мире – американское, и получила надежного друга и покровителя на много следующих десятилетий. И евреям даже не пришлось об этом просить. Когда они начали побеждать, влиятельный союзник сам пришел и сам все дал. И теперь уже вряд ли какой из соседей рискнет попробовать скинуть евреев в море. Спасибо за просмотр. Напоминаю про лайки и подписку. Это реально помогает ролику двигаться вперед. Но если комментарии напишите, вообще будет прекрасно. А еще подписывайтесь на наш Telegram и второй канал со стримами. Ну и подписывайтесь на Patreon, Boosty, подключайте спонсорство тут на YouTube или просто помогайте нам криптой. Если, конечно, можете и хотите. Как обычно, говорю всем спасибо, кто уже поддерживает и помогает. Это Влад, Сергей Владимиров, Николай Грищенко, Сергей Полянский, Душный Дэн, Водолей, Crazy Cat, Алексия Суис, Роксоланна, Анна Макунина, What Remains of Me, Степан Бандера, Политический цирк, Богдан Сиренко, Денис Романов, Игорь Наводный, Яспер Муем, 33 Шанлих Узбека и секс-инструктор НАТО с визиткой Яроша на Абрамсе. И вот эти вот замечательные люди. А также напоминаю еще раз, что у нас постоянно проходят стримы на втором канале, и тем, кто сейчас смотрит премьеру на YouTube, я вас приглашаю обязательно сразу после того, как закончится эта премьера, переходите на второй канал, если есть время, пообщаемся, отвечу на ваши вопросы, ну и вообще весело проведем время. С вами был Руслан, вы на канале Заяц, всем удачи, всем пока!